общем, 6 блоков я оставил полистиролбетонных для тестов. Это самые мои удачные образцы. К ним попозже сейчас вернусь, расскажу подробнее. И 7 блоков, которые пойдут у меня в утиль, можно сказать. Ну, куда-нибудь, не знаю, под крыльцо их запихну, цементом залью. И буду служить мне верную службу где-нибудь под крыльцом моего будущего дома. А вот эти вот блоки сейчас расскажу вам подробнее. Как я говорил, напротив каждого блока сделал разметку, для того, чтобы сейчас, когда я их попилю на кусочки, чтобы потом не путаться, откуда какой кусочек блока я испытываю. Значит, первый блок называется у меня Fairy. Это был блок замес на примерно 10,5-11 кг цемента марки М400, 1 к 1 с песком, 40 литров пенопласта и 40 мл Fairy. Я в него добавил. Также следующий блок, все то же самое на М400 цементе с СДО 40 мл. Вот они два. Значит, дальше идем. Этот блок у меня называется дробленка, потому что в нем дробленка в единственном. В принципе, все то же самое. СДО 40 мл на 400 цементе. Следующий блок это D550, замешан по таблице Рязанца. Но как сам рязанец сказал, что по весу это получилось D400, пусть будет D500. Перечеркнул, это будет D400, только получилось, что он с песком. Тут 350 кг цемента марки М500. 120 кг песка на куб и воздуховлекающая добавка 700 мл. Ее получилось, наверное, многовато, поэтому и марка получилась меньше за счет большого вовлечения воздуха в нее. Следующий блок это D400, это самый удачный материал. Его я, скорее всего, буду использовать для стройки своего дома. Получился самый крепкий, не самый красивый, скажем так, но это будем дорабатывать уже в процессе стройки. А получается по пропорциям 330 кг цемента, воздуховлекающей добавки 350 мл на куб, то, что я вам показывал. Ну, по воздуховлекающей добавке, конечно, в каждом случае нужно смотреть свою дозировку, пробовать ее, как она получается, потому что любой производитель может сам там что-нибудь себе нахимичить, поэтому две воздуховлекающие добавки разных фирм могут показать совсем разные результаты на вспенивание полистиролбетона. И D400 я замешал на М500. И последний блок, это D400, все то же самое, что здесь, только с песком. 1 к 1, марки М500. Это последние два блока, которые я вам показывал, которые я испытывал только что на разбивание дрючком. Вот их повреждения. Вот эти вот блоки я сейчас распилю и будем их испытывать дальше. Так, ну и переходим ко второму этапу сегодняшнего теста. Теста полистиролбетона на прочность. Первый тест был обчурочку, разбивали блоки. Второй тест будет на так же само, можно сказать, на растрескивание, только я придумал такой вот вариант. Я распилил блоки на много кусочков. Значит, пластины я буду использовать в тесте на теплопроводность, то есть буду их на этой грелке греть, смотреть, что с ними будет происходить. Кубик у меня будет в тесте на влагонасыщение, то есть на гигроскопичность. И в сегодняшнем тесте я напилил у каждого блока по 3 вот таких вот палочки, можно сказать. То есть по вот этому брусочку я 5 на 5 их всех мерил. То есть ровно 5 на 5 все они, все виды полистиролбетона. И плюс также напилил на такие же палочки газобетон D300 и D400. Ну, D400 под вопросом, потому что когда я его взвешивал, то, судя по весу, скорее всего, это газобетон D500, потому что газобетон D300 весил 350 килограмм на куб, а здесь далеко больше, чем даже D500. Ну, то есть D500 тут стабильный. Это, скорее всего, на базаре я покупал. Они просто, мне кажется, перепутали D400 с D500. Ну, а сам тест будет заключаться вот в чем. Я буду брать образец подопытный. Буду вот сюда вот его ложить. Вот так вот на краешек стола. Буду его вот так вот с этой стороны струбцинкой прижимать. И здесь вот у меня будет стоять фотоаппарат. И буду вот так вот весами просто оттягивать все образцы. Специально по 3 штуки нарезал для того, чтобы все результаты суммировать и потом общее какое-то значение получить. Сколько, на каком весе каждый образец поломался. Все образцы у меня подписаны, то есть я ничего не перепутаю. Я не заинтересован в том, чтобы кого-то в чем-то обмануть. То есть вот этот образец Fairy. Вот эти 3 кусочка мы берем. И это будет первый тест, который я сейчас проведу. Дальше по порядку все по 3 штуки будем ломать. И потом также самый газобетон D300 и D400.
Я сейчас результатов не вижу, я уже потом в замедленной все вместе соберу и покажу вам. Так, тут, наверное, немножко неправильно я первый сломал. Во-первых, я вес этого не учитывал, так что я буду по нулям делать на весах вместе с уже этим кабелем. И буду, ну скажем, вот с этой точки, то есть с середины, где заканчивается деревяшка, вот отсюда буду тянуть и будем смотреть. Потому что так запутаюсь, где я там больше взял, где меньше. Есть. Первые три это были с Фейри. Мы протестировали. Следующие три с СДО, которые один к одному с песком. Так, чтобы не запутаться, я их буду относить сразу на место. Туда же, где и брал. С дробленкой. Следующие три это по таблице, который должен был получиться D550, но по массе получился примерно D400 с песком. Песка здесь 1/3 по отношению к цементу. Так, это у нас чистый D400 с фиброй. Здесь хорошо получилось замешать фибру. Посмотрим на результат. И последний вариант. Тот же D400 по цементу, но 1 к 1 с песком.
Так, полистирол-бетон закончили, теперь переходим к газобетону. Д-300. Кусочки даже просто в падении об пол разбились. Ни один кусочек полистиролбетона при падении вниз не раскололся. А газобетон, вот такой кусочек, раскололся. И Д-400. Так. Значит, вот треснул газобетон. Давайте поменяем его местами. Так же самое колется на кусочки. Так, все, этот тест закончен. Вот этот, по-моему, газобетон очень-очень неплохие результаты показал. Это D400 или D500, уже бог с ним. Вот, все полистирол бетонные блоки также мы поломали на оттяжку. Так, пойду монтировать видео, через пару секунд увидимся. Еще раз ради интереса хочу взвесить этот блок. Единственный целый блок остался этого газобетона. То ли D400, то ли D500, потому что чека не было. На базаре мне его принесли. Вроде как сказали D400. $20,5 килограмм. Если мы 20,5 килограмм умножаем на 27 блоков в кубе, то получаем 569 килограмм. Не знаю, друзья, D400 это или все-таки D500. 569 килограмм на куб. Скорее все-таки D500.